Здорово, YouTube. Майклс, Парадокс с листиком на Ямато против Фаргареки, против Дубльгангера. Играл я тут недавно в папчике. Что-то народ мне прям заявил о том, что хотят они Майклса на Парадоксе увидеть. Коллега по цеху тут недавно сделал видос с Майклсом на Парадоксе. Ну, и мы тоже, собственно говоря, посмотрим. Я понимаю, что аудитория, она очень перекликается, и, естественно, все, кто... У меня сам маленький канал из тех, кто делает подобные вот видосы. И тем не менее, понятно, что ребята смотрят и других авторов. Но, и своим каким-то мнением по поводу Парадокса я поделюсь. Да, не Таз, хотя Таза по-хорошему тоже надо бы записать на Парадокс, но... Вообще хотел Таза записать, да, но Таза не нашел, Ой-ой-ой, не добил душу. Раздинал. Нормально листиком. Долго тянул. Попчик. Ямато, Парадокс против Бибопа и Гайст. Ну, тут, конечно... Как будто бы на бумаге у Бибопа и Гайст прикольнее линия будет. То есть... Реально линия посильней. Но... Будем объективны, да, когда это Майклс и Листик, то шансов у них, конечно, много на победу. Давления хватает настолько, что даже пачку не надо бомбой спушивать. Плюс скиллпоинт качает он в карабин. Хочет почаще, видимо, его поднимать. Пачку спушили, пошли боксы забирать. Это дефолт. И при этом не бояться, что задавят их, что заберут приоритет какой-то на линии. Не переживают по этому поводу. Тоже у меня повод переживать. И прям все нормально. Так, попал. Интересно, что открылся именно с хедшот бустера. Видно, что прям не боится оппонентов своих на линии. Потому что, ну так-то раунда обычно, да, Парадокс не такой сильный ган имеет, чтобы с одной бэмы там разбить 3-4 крипов. Да и бокс нулевой, да, 2 крипчиков разобьет, если еще чуть-чуть подобузит пулек. Ну, либо милишку даст. Так что... Бустер агрессивная история. Значит, не боится, что их задавят. Ну, вот, конечно, монстр-раунды появляются второй шмоткой. Максимально на себя играет. Просто бегает, боксы бьет, забирает крипчиков в соло, смотрю. Ну, на 100 этих душ опережает Ямато. Но Ямато тоже не лыком шито. Там. Парниш тоже пошел боксы пособирать. Ай-яй-яй. Салам алейкум. Неприятно. Хука сосалка от Гайста, это комба страшно. Если ты не умираешь, то ты теряешь ресурсов столько, что потом тебе вообще впадло линию ставить. Ну, Парадокс, кстати, далеко не самый хилый герой. В плане количества здоровья, да, он намного более плотный, чем тот же там Мираж или еще кто-нибудь. Поэтому, в принципе, ну, как бы живой. То есть комбо-бомба с... Комбо-бомба не сработала. Лаки 200 хп настрелял. Майклс трекает очень хорошо, а здесь нечего добавить. И реально, если вот... Если ситуация того требует, что... Надо не просто в голову попасть, а прям каждой пулей позадеть. Для него вообще не проблем. Возвращается сразу на пачку, понимаешь, что тут времени боксы у него нет. Это сложный баланс, да, когда есть время на то, чтобы боксы сломать. А, вот здесь комбо-бомба сработала. Ой-ой-ой. 3 пульса от гранаты на Гайст. Амплификейшн не херовенький. Есть свап, но как будто не вижу я пока ситуации, где этот свап пригодился. Можно сейчас свапать, да, под ультимейтом. Есть свап. Стараюсь максимально настреливать, листик помогает, но Гайст тяжело убить. Ее сначала надо ультимейт ее выбить. Потом уже задумываться о том, чтобы убивать. Энчантрес эмблему покупает, но это объективная имба. Объективная имба, да. Энчантрес эмблема, это шмотка, которая сейчас кирище дает, и все это понимают, все это эксплуатируют, естественно, ее покупают рано на линии. Дают регенчик и кучу всего, естественно, мой тайминг контролит бафчик, не завтыкал, не забыл. Флэш тут что-то делает, комбо-бомба не сработал, анлаки.
Листик, как всегда, пошел до самого конца. Как всегда, за ним бежит толпа. Стоит спасаться бегством. Лэш откуда-то миснул, ты знаешь, что другую линию буду давить. Здесь главное попробовать отдефаться. Лэш и Сапс как будто впадло уже. Гисти не сбил Хиллинграйд. Лэш остается там же. Листик уезжает. А, свап не потратил. Да ладно. Давай, Листик, поспеши, надо это отдефать. Это слева прессингует линию. Что-то мог же свапнуть, не знаю, что-то не свапнул. Не решился. Показывает, что есть свап. Дает кол колесиком. Тут вообще впадло его оставлять. Да, бомба, свап, стенка. Ну, это дефолт, конечно, здесь добил. Жалко, конечно, комбо-бомбу на это тратить, но ничего не поделаешь. Там надо было. Ничего не поделаешь, собственно. Ульти стапнул супер раннего. У них на таймере 6:30, то есть эншентами даже не пахнул пока. Он просто лайнового крипа захавал. Очень ранний культист. Сверх жадно играет Майклс. Тут вообще нечего добавить. Я понимаю, что хорошие статы за как бы честную цену, но все-таки очень дорого, блин. Никак не добить здесь. В зоне ультимейтом. Здесь с его играть только не алынится. Ой-ой-ой-ой-ой, Фаргарека. До свидания, Фаргарека. Nice kill. Ну и пошел КДР-ку качать. Маленькую даже нет особого смысла смотреть, но он свап, конечно, закинул. Но какая разница, с следующим предметом купить большую и ну, не сказать, что реализует это плотно. По раскачке, естественно, в бомбу после карабинов 2, да, бомба идет. Здесь, я думаю, все понятно. Ой, хорошая комбо-бомба залетела. Там. Загрейдит КДР, чтобы чаще нажимать культисты, естественно. Чтобы не было этого прогала в 100 секунд, без бафа. А, дом. Союзного Келвина. Тут много народу у них на линии, тут прям такой массовый замес. Запнул Бибопа, запэрил тавер. А, и запэрили его, еще и по таверам запэрили. Капец. Первый класс, вторая четверть Майклса. Ну это, конечно, обидный. На фит. Летит максимально ускоренно. Ну, линия дефана, это из хороших новостей. В ДРке нет грейжена, это из плохих новостей. Обалдеть, еще и Мираж тут. Ребят, насвапались жестко. Он Фаргарек тоже летит. Видимо, Мираж отдал линию на качку своему Шиеву. Что странно, я бы, честно говоря, там Миража лучше оставлял. Он нам с кайфом почилил. Майклс вообще не думает прешерить. Играет на качку, играет на себя, играет жадно. Ну, мета на парадокс сейчас такая, если на себя... Да и не только на парадоксе, господи, это все топчики сейчас просто играют на себя. Они не продают объективы, но при этом играют очень нагло. Бивоп, ты слишком долго постоял в бомбе, не обессудь, но ты умираешь. Вот Affliction это фул неприятно. Мы и хил срезали, и деф и тавер теперь тяжелее намного. И приходится улетать, как будто за неимение вообще альтернатив никаких. Че он там не может остаться, стал бедного Кельвина, у Кельвина есть дом. Надеюсь, что Кельвин дом этот потратит на то, чтобы Т1 дольше постоял, но Кельвин дом не тратит. Так. Ну и что, проиграли те Т1. Янтарные, а сапфировые еще 2 Т1 имеют. Но тоже красивый момент, который стоит брать на вооружение. Он просто бежит вперед и параллельно при развороте. На развороте забирает крипчиков, чтобы время не терять, чтобы было больше эффективного времени. Пачку максимально запушил. Я думаю, что будет прешерить. Надо, кстати, вижен сделать так, чтобы мы видели только за оранжевых. Авал Эншента.
То есть тяжело прешерить против Шива. Шива вообще впадло драться, несмотря на то, что у тебя там 11, у него 10 тысяч. Это ограниченный урон, а Шив может прям... У него как будто неограниченный счет. Когда Артик Бласт себе ранний покупает, Шива обалдеть вообще. Это реально вау. Ну еще Майкл за неимением других опций просто реально качает лес, прыгает по линиям, забирает крипчиков. Просто играет жадно на себя, я даже вот полтора бы это посмотрел. Опа, тут намечается какая-то вечеринка. Миража свапнул. Миража беды, только тут 3 героя здесь. Страшно находиться, еще и Лэш подцепил, это смерть. Я не вижу сценариев на выход, капец, он вышел из-под первого. Теперь я вижу сценарий на выход. Его не подкинули. Реально есть шанс на то, чтобы выйти. Как будто Локета не хватает. Тут Локет сейчас бы решил кучу проблем. Стамина и Локет. И проблем никаких нет. Уман там ни с чем. Видит крипочков, понимает, что здесь в безопасности может их спушить и спушивать. Сколько не смотрю на ребят, да, на лоу рангах, на средних рангах, когда сам играю, я... Народ, вы знаете, да, далеко не Этернус, но работаю в этом направлении потихонечку, работаю. Работаю над своей игрой, улучшаюсь, потихонечку осваиваю новых героев. Всю жизнь играл первым номером, вторым номером, что в других играх, что в этой игре, да, у меня там Кельвин, Мираж, такие герои, сейчас Лили Гайс осваиваю, Севена осваиваю, так что надеюсь немножко подфармить ПТСов, да. И... обалдеть, Майкл просто Хэдхантер себе загрейдил ранний, прям реально ранний. Ай-яй-яй, комбо-вомбо пропустил. Здесь реально фрагареку можно было убивать, но, к сожалению, нет. Стамина покупается. Я вот думал, что, честно, он стамину и Локет возьмет. Он взял Хэдхантер очень ранний. Причем вот здесь сейчас Хэдхантер, ну, мало дэмэджа дает, всего лишь соточку. Ну, вот этот счет хильчик, да, как будто с Хэдхантером фортитюд не выглядит не самое обязательно. Лэш убивает героя, сразу же контролит шарик, чтобы не возникало никаких спорных ситуаций по поводу того, кому что отдавать. Так, бомба-стенка. Надо дефаться. Ой-ой-ой, подло, чтобы здесь не подставиться. Карабином стрелять. Ну, карабин, вот опять же, я смотрю, он карабин в 2 взял. Да, а смысл, если у тебя ничто дэмэдж с карабина не увеличивает. То есть ни лонгрейнджа, ни мистикшота, ничего такого нет. А смысл тебе часто давать карабины? Ну, и понятно, что кто я такой, чтобы Майклса учить, но... Майклс вот такой вот выбор сделал. Нормально, свапнул Шиву в бомбу. Но как будто сам сейчас не терпит. 2 метки. Не, он номера здесь как будто вообще без вариантов. Надеюсь, что Инфернус тут что-то навертит. Сделает, еще и бигбэк потерял. Ну, там не особо огромная сумка, но все равно. 13:30 на их таймере, у нас 14. И 13 тысяч у Майклса. Докупился Словен Хекс. Мираж боится Словен Хекса, так что не мудрено, что Майклс добрался Словен Хекс. Да, много против кого, тем более он против Покета играет. На Покета Словен Хекс как будто сам бог велел покупать, так что выглядит все нормально. Но опять же, отсутствие Локета меня все еще капец как удивляет. Так, пошил Словен Хекс, обратно в бомбу. Амплификейшн, миллион просто. Гангер умирает. Здесь уже Т1 надо открывать, первый флекс появился. Несмотря на то, что пока денег особо нет эти флексы заполнять, но чем раньше вы их открываете, тем лучше, потому что пространство на карте в первую очередь. Энеми герой, Фрагарека. Давид. Словен Хек закинул, да, найс. Меня прям удивляет, что реально вот не вижу раннего Локета. Ну и бегает туда-сюда, параллельно подкачивает лес, параллельно отпушивает пачки, закинул гранату, просто ХП снять у крипов, сейчас вернется к своему Т2 и здесь хавает пачку. Параллельно пытается в каких-то файтах участвовать, но это такое, это минорное, как пока что на себя играет. 15 тысяч интворсинг, 15 на минуте. Спушивает крипчиков, бомба у него замакшена, у него дальше стенка по плану. Играет под урну. Майклс недавно на стриме упоминал, что... О, кстати, Локет появился. Поздний достаточно, но появился. Недавно Майклс на стриме упоминал, что реально хочет прокачать свою игру с урной, потому что надо понимать, когда иногда ее надо... пингует 1000 раз. Что защищать, что толкать. Урну несем.
Будет ли бабл, но вроде необходимости нет. Урну занес, нормально. Экономические преимущества получили. Ребят, с сайдовой линии дефа 4-1-1 играют. Ну как, 3-1-1, потому что Инфернус мертв. Самая дефолтная стратка, только Мираж там сносит, и это не есть гуд. Миражом надо воевать здесь, как будто есть свап от Стомп Волкера. Мираж погибает. Да, много хп Волкера потеряли, и как будто... Опа! Тут еще Фаргарека. Фаргарека умирает. Хорошо, Волкер не получилось допушить у Энеми. Это нормально прям получилось. По фрагга сделали. Хорошо. Волкер нападает на медового Волкера. Словен Хекс, карабин, бомба, стенка. Есть Перри, но бомба как будто и Словен Хекс вместе. Ну никак там покета не отпускают. 3200, кстати. Между делом есть. Можно много чего разного купить. Теперь два какой-нибудь предметик. Я смотрю, что ну, он нифига вообще на дэмэдж как будто не покупает, но при этом умудряется дэмэдж наносить неплохой. Комбо-ломбо, правда, не получилось. Здесь страшно. Что еще из интересного заметил, что не алынится вообще, не алынится. Дерется только, принимает только самые выгодные драки. Не просто выгодные, а прям самые выгодные драки. Вот здесь опять же он дальше давить не пошел, он видит, что 2 в 1 ситуация с бибопом, можно тут до бибопа докопаться, дальше его честь как будто не вариант. А он тут тусит. Бомба, стенка, свапа нет, к сожалению, но я думаю, что он может реально зачесть галагу. Покет. Фикса нет. Далеко ребята, захавал Эншента. Есть свап, можно в гранату какую-нибудь комбо-ломбу сделать. Покет сел, 2 стамина восстановил. Есть свап без карабинчика. Хорошо, Мираж беды. Первый, третий. Мираж погибает. Красивую игру показывает Майклс. Мне очень нравится. То, что я сейчас увидел, это, конечно, очень красиво. Нормально, дорожку сбил. Покет упал. Ай, здесь из-за айспеса не получилось у него зачейзить, анлаки. Словен Хекс, бомба. Пинку поставил. Флэш нормально так пробил лицо. Фаргарека здесь бегает. Бомба свап, Фаргарека убивает, вообще хорошо. Супер агрессивно играет, при том, что у парня нет фортитюда, то есть, ну... Баланс нанесенного урона и полученного урона у него, конечно, шедевральный. Он реально, ну, он по лицу не получает. Урон наносит в количестве огромном, но по лицу не получает. Локет опять схавал, чтобы быстро намываться при помощи стамины. Локет реально хороший, это очень неэгоистичная шмотка, потому что ты можешь ее не только на себя закинуть, да, но и на кого-то еще. Как минимум из-за этого. А как максимум 2 стамины это дохерища. На момент это имба. Плюс, ну он регенит, и скиллинг имеет реген. Курса появляется, VS Pocket это очень хорошо, VS Geist это очень хорошо. Много кого контрит курса, так что посмотрим на применение Curse. Как он будет с ней играть. Курса реально ранняя, да, можно пробовать, кстати говоря, у него Словен Хекс и курс. Можно пробовать Duration, смотреть, Mystic Shot появляется на 19-й минуте. Когда курса есть, да, там, она же добавляет неплохо к своему спириту, естественно, Mystic Shot теперь нормально дамажить будет. Да, так у него 0.7 скейлинг, 109. Курса на покета. А покет был на липе, так что поймать его не получилось. Есть Словен Хекс. Ой-ой-ой-ой-ой, просто сожрали его, бедолагу. Убивает. Красивая игра. Лэшка. Пиздец максимально. Какой же бэкстебер делает дифференс? Фронт грейжена от Шива. Супер противно. Дамаджа много. Раш торнадо. Вот тут хочется Шива до конца как будто добрать. Найс. При помощи стенки забираешь Шива. Стенка в 2 это очень неприятно. Когда у тебя стенка в 2, ты можешь много грязи делать. И, вероятнее всего, он стенку замаксит. VS Pocket, VS Geist. Шива, Миража. Да много против хорошо. Этот Сайленс много даст. Правда, тем временем, пока я вот смотрел на это все, рассуждал, 24 тысячи на 20-й минуте у Парадокса. Это дохера, у Листика еще больше. Но... 2 волкеров ребята потеряли. Медовый и правый сайт проигран, левый сайт они разменяли.
Ситуация не самым лучшим образом выглядит. Хотя 8000 преимущества плюс братишки несут урну. Их только резается. Так что посмотрим, что тут дальше будет происходить. Бэм! Паргарека, на тебе. Вот, Affliction. Надо комбо-бомба сделать. Обязательно есть курс. Он никого не видит, никого не достать. Unlucky. Что по счету? Ой-ой-ой, отлично. Что у нас по счету? 5-2-17. Ну, ассистов много, да, конечно. 17 ассистов. А еще 5 голов примерно. Счет шедевральный. Надо крипа съесть. Каемся. Волкер немножко нападает. Ну, пока есть возможность, он поджирает всегда энеми лес. Вообще не стесняется. Даже, казалось бы, вроде все выходят, да, лучше бы подвыйти, там ничего не это самое. Лишний раз судьбу не испытывать. Но Майклс считает, что нормально. Можно, конечно, блинк сейчас купить. Но нет слота под блинк, так что блинк не будет покупать. Фортитюду купим. Фортитюда норм. Захавал стамину. Просто реально как баф стамины. Миража, к сожалению, не удалось поймать. Ловинг Хекс по бибопу. Фишинг. Бомба есть. Воу, прям плохо. Вообще курсу как будто впадло на него тратить. Он и так умирает. На покета надо курс тратить однозначно. Ты заевейдил курс с чемоданом? Казалось. Знаю. Кушает его Affliction. Вышел из файта, будет пробовать со стороны как-то помочь команде. Покет нападает, есть Ловинг Хекс. Есть бабл, это очень хорошо. Найс убивает Покета, это очень хорошо. Без бабла, конечно, тяжело было бы, но бабл спасает Майклса. Теперь можно со свапом поиграться. Опа, опа, опа. Флешик. Иди ко мне, мой сладкий сахар. Пару блинк есть. У нас здесь курс. Флешу плохо. Реально он умирает. Настолько плохо. Полет на мид. Курсы нет, Майклс говорит. Я так смотрю на это и думаю, что... А вообще Gradation Duration не ошибка. На бомбе больше стаков, плюс больше размером будет из-за того, что каждый стак ее увеличивает. Длительность эффектов стенки, то есть сайленс и замедление, длительность курсы, длительность ловинг хекса, длительность медасика. Вообще Gradation Duration выглядит, ну, я смотрю, так думаю, что прям нормально. Можно, конечно, взять экспресс-шот какой-нибудь, да, может танк-бустер. Не, берет Spirit Resilience. Ну, не мудрено, там специфического дамаджа много. Вот я так просто прожму. Хотя, раз, два, три. Три гановых героя. Такое прям. Курсах покета, свапнул покета. Я и замедляю его конкретно, ему прям плохо. Ну, килл дал, комбо-бомбу свою дал. Сам выжил при этом. Откиллится на фортитюде и будет готов к следующему комбо-бомба. Просто идти вперед реально вообще не вариант. Это слишком плохо может кончиться, и рисковать вообще, ну, такое себе. А вот теперь свап через 5, курса почти готова. Павел стамину. Топерил. Свапнул Лэша. Просто по КД свапает Майклса. Жестко катает. Ну что, преимущество уже есть, достаточно большое, курс. Он надо поражать арку жестко. Это нормально.
Поехали забирать кастинг. Кастинг есть. Ну и ребята, с мидбоссом, конечно, захлебнулась немножко. Атака. Да, они спушили. Т3, но патрон не положили. Бомба отзонивает, пытается помочь всему Инфернусу, чтобы тот... Смотрит прям на него, постоянно так оглядывается, типа, у тебя все нормально, все нормально. И это правильно. То реально любопытно. У Грейжена стамина понятно, что нормально зайдет, но мне реально любопытно, увидим ли мы Грейжный дюрейшн. Потому что, ну как бы так сказать, а его хочется увидеть? Мне, по крайней мере, я вот смотрю так, и выглядит прям нормально. Бодро. Грейжный дюрейшн выглядит. От Бима Майклс отказался. Давненько уже он с ним не играет. Стамину. Хотя, конечно, бы здесь словен хекс. Есть свап обратно в гранату. М, конечно, жесткий. Есть курс. Убивает, но он опять под аффликшеном. Есть хилл, но... Опять его прогоняют. Как будто какой-нибудь дюсер-ремувер вообще. Я так смотрю на это. Когда его фликсят. 2 килла, тем не менее, есть. 2 опена. Есть 6-4. Можно пушировать. Хекс по бибопу, покет уходит. Было просто гол, покет играть. В любом случае, шрайн есть. Неудачно будет уже точно не назвать. Еще и прогоребу слаб. Хекс. Прогоребу здесь никак не догнать. В любом случае, Лэша забрали. Опять же, 6-4 держит эту ситуацию постоянно. Патрон положили, да я так смотрю на это, как будто можно эндить. Ямато ульт, Хейз ульт, бабл есть. Положение дел более чем хорошее. Кекс. Свапа нет. Тут без свапа справиться, ребята. Свап издалека еще бибопа подцепил. Это красота. Даже добирать ничего не будет. Прям так закончим. 6-3. Тенами вряд ли помешает как-то заэндить. Патрон уже полумёртв. Стенка. Алэмфтрон, ребята, катку заканчивают. Очень жесткая игра от КД ультимейта. Очень жесткое использование курсы. Красивая, грамотная. Когда есть команда, конечно, через курс играть самое то, самый кайф. Реально одно удовольствие. И в таком лобаке очень красивую игру Майклс показывает. Дэмэджа много. Реально много. Ассистов больше всех. Да, посмотрим. Мне интересно, кстати, вот источники душ посмотреть. Понятно, что солдаты больше всех. Нейтралов на 5000, крипов на 4000. Турны 2800. А чем дэмэдж наносил? Пулями наносил. И гранатой. Так вот. Кому залетело больше всех? По Лэшу и по Бибопу. Что меньше всех. А от кого наполучал? Получал от Миража, от Покета, да, от всех наполучал, кроме Гейста и Шива. Такая вот катка. Вот такой вот камбэк Майкл сделает сейчас на Paradox. Мне кажется, что здесь есть на что посмотреть. Достаточно это интересно. Для меня, по крайней мере, было, но для вас, надеюсь, тоже, потому что ВХ слабак, да, хай ММР лобби, и вот с таким билдом Майклс показывает хороший результат. Да, это не на урон, как Москва играет, да, что карабины отрывают полморда. Это не совсем бомбовая история, как ТАСС любит ее исполнять. Да, с Аркейн Сержем абузить его постоянно и бомбами спушивать быстро пачку, что до вас как бы не докопаться. Майклс играет в сустейн, Майклс играет в movement и в контроль. И это работает. 3400, кстати, у него хп, у Ямато 3700. Вот 2,5, например, здесь, 2900 здесь. Так у Келвина здоровье больше даже, чем у Калика. То есть плотный герой. В любом случае, спасибо за просмотр, лайки, подписки, комментарии, колокольчики, сами все знаете. Для вас это 2 секунды, для меня это дофига делов. Простите, что один день записи пропустили, так вот обстоятельства сложились, так что I'm sorry. Вот, спасибо, что остались со мной до конца, и встретимся с вами, как всегда, в ближайшем видосе. Новое время, так что спасибо и удачных каток, всем пока.